Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как происходит процесс загрузки операционной системы Linux. Сразу хочу сказать, что вариантов загрузки операционной системы Linux их очень много, ну, по крайней мере, не менее сотни. Потому что на процесс загрузки влияет много разных параметров. Это и тип BIOS, и тип таблицы разделов, и то, какой загрузчик используется, и то, какая версия загрузчика используется, и то, где загрузчик стоит, вот в каком месте, вот тут тоже есть варианты, и то, в каком стиле сделан процесс init, их несколько. Опять-таки есть графика, либо без графики. Вот. И также еще и другие параметры. Итак, давайте начнем по порядку. И, собственно, будем по мере разбора, буду вам рассказывать, какие есть варианты. Итак, существует два вида BIOS. Более старый BIOS под названием BIOS и более новый BIOS под названием UEFI. Вот. А также есть два вида таблицы разделов. Более старый MBR и более новый GPT. Итак, что же происходит, если у нас более старый тип BIOS под названием BIOS и старая таблица разделов MBR? При включении компьютера отрабатывает BIOS и управление передается на главную загрузочную запись MBR. Главная загрузочная запись состоит из двух частей. Там код загрузки, который занимает 446 байт, и сама таблица разделов, которая занимает 64 байта. Вот. И в конце 2 байта остается для цифровой подписи сигнатуры, которая является признаком того, что главная загрузочная запись существует. Итак, после того, как МБР получает управление, она анализирует, какие у нее есть разделы. Вот, если разделов несколько, то какие из них основные. Если основных разделов тоже несколько, то какой из этих разделов активный, и передает управление на Partition Boot Record, да, или загрузчик активного раздела. Вот, либо на вот этот, либо на вот этот. А в этом загрузчике активного раздела вот уже стоит непосредственно загрузчик Linux. Вот. Опять-таки загрузчиков Linux может быть много, но самые популярные на текущий момент это Group и Lilo. Опять-таки, если сравнивать групп и Lilo, то группы, собственно, доминируют на рынке. Вот, и, собственно, грубо есть несколько тоже вариантов. И на текущий момент самый доминирующий загрузчик это Group 2. Вот, собственно, мы этот пример Group 2 будем рассматривать. Итак, управление передается на загрузочную запись активного раздела, в которой уже находится не весь загрузчик, а часть загрузчика Group 2. Что из себя представляет загрузчик Group? Да? Это исполнительные файлы и конфигурационные файлы. Да? Итак, код загружается в оперативную память и ищет конфигурационный файл под названием group cfg. Находится он в каталоге boot group. Вот. Там вычитывается конфигурация загрузки ядра. Вот их там несколько. Вот. И выбирается тот, который а также другие параметры, например, тайм-аут, счетчик времени, вот, и то, какая загрузка будет устанавливаться по умолчанию. И если пользователь видит меню, то он выбирает какой-то пункт. Если он не видит меню, то, собственно, происходит загрузка пункта по умолчанию. В любом случае ищется ядро Linux. Ядро Linux лежит в каталоге boot, вот, и у него имя. Начинается он на VM Linux, вот, и дальше идут цифры, да, цифра X, Y, Z, которые характеризуют версию ядра, а также тире и буква А, это может быть дополнительные модификации ядра, да, какие-то там релизы дополнительные, вот, или там какой-то набор символов. После того, как загрузился в оперативную память ядро, как оно загрузилось, запускается процесс init. Процесс init является самым первым процессом. Вот именно вот этот процесс как раз стартует все оставшиеся процессы, и при завершении работы он все эти процессы удаляет. Процесс init опять-таки может быть сделан в различных стилях. Вот на текущий момент существует 3 стиля процесса init. Это сам более старый System V, чуть поновее Upstart, ну и самый новый это System D. Вот, у каждого из них есть свои особенности, и, соответственно, у всех у них разные файлы, которые участвуют в загрузке. Я выбрал System V, потому что
он, скажем так, классика жанра, да, вот он давно на рынке, вот, хотя доля на текущий момент systemd вот уже достаточно высокая, вот, и скорее всего можно сказать, что systemd уже доминирует на текущий момент на рынке вот, Linux систем. Итак, System-V перехватывает управление и начинает вычитывать конфигурационный файл, который находится вот в каталоге etc. Называется он init-tab. И оттуда идет загрузка служб. Опять-таки перечислять, какие службы участвуют, это дело неблагодарное. Их множество, сотни этих служб. И перечень этих служб, они отличаются. Вот, отличаются в зависимости от того, ну, во-первых, от стиля, естественно, которым сделан процесс init. Ну и во-вторых, отличаются от версии дистрибутива. Более того, скажу, в одном и том же дистрибутиве, но разных версий, перечень вот этих вот служб, перечень файлов, участвующих в загрузке, он разный. В конце концов, один из, опять-таки, ветвей развития. Почему один из? Потому что если у нас графическая оболочка, то там Getty не участвует. Процесс Getty участвует, если у нас есть консоль или когда мы подключаемся удаленно. Опять процесс Getty что делает? Да? Значит, он помогает пользователю вот залогиниться. Если пользователь вводит свое имя пользователя, то запускается процесс логин, вот, который сравнивает, соответственно, имя пользователя и пароль с именем, паролем, которые хранятся в файлах. Находятся эти файлы в каталоге etc shadow вот, или etc passwd. Вот, в зависимости опять-таки от конфигурации, вот, от версии дистрибутива. Вот, если все нормально, вот, пользователь прошел аутентификацию, указал правильный логин, пароль, то запускается оболочка Shell. Вот. Оболочка Shell, значит, стартует и считывает конфигурационные файлы, которые находятся, которые относятся непосредственно к данному пользователю. Значит, это файл под названием profile и файл под названием bash.rc. Вот. Опять-таки, в данном случае я взял частный случай, когда у нас оболочка запускается в стиле bash. Кроме bash есть еще ряд других оболочек, вот, но bash на текущий момент наиболее популярный. Значит, в оболочке bash.rc, значит, в файлике bash.rc содержатся альясы, то есть псевдонимы, а в файле profile содержатся переменные окружения. И файл profile и bash.rc они находятся в домашнем каталоге пользователя, вот, который только что залогинился. После того, как пользователь залогинился, вот, система Shell подгрузил эти файлы и ожидает ввода команд от пользователя. И, собственно, процесс загрузки завершен. Идемте дальше. Значит, напоминаю, что в зависимости от того, какие у нас виды загрузчиков есть, какие виды у нас стилей процесса есть и какие у нас виды вообще дистрибутивов есть, то видов загрузки Windows Linux очень-очень много. В отличие от того же macOS или Windows, да, где все однообразно. Что же будет, если, например, у нас есть новый тип BIOS под названием UEFI и новый тип таблицы разделов под названием GPT. Значит, в данном случае при включении компьютера запускается код UEFI, и в код UEFI уже встраивается загрузчик. Вот. Либо это тот же самый Group, либо это Lilo, либо другие загрузчики, либо в UEFI есть свой собственный загрузчик от UEFI, который тоже умеет загружать Linux. Да? Вот. В данном случае, опять-таки, я рассматриваю пример на примере Group 2, потому что он является доминирующим. Вот. В принципе, после того, как управление передается загрузочному коду Group 2, вот, остальной весь оставшийся процесс загрузки, он, в принципе, ничем не отличается от того, что я описал только что, вот, минутой назад. Следующий вариант, да, если у нас есть UEFI, новый тип BIOS, и старый таблица раздела MBR. В этом случае UEFI может быть отконфигурирована для совместимости со старым MBR. Для этого необходимо указать параметр, например, UEFI only там disable или CSM
Support on включить, enable, да, что такое CSM? Это Compatibility Mod Support, да, CMS вернее, CMS, который позволяет BIOS загружать устаревшие операционные системы. И в этом случае, хоть BIOS новый у EFI, но он может прекрасно работать с жестким диском. Опять-таки, если у нас загрузчик групп встроен в PBR, то сначала отрабатывает коды MBR, потом управление передается на групп 2. Ну а если он встроен непосредственно в MBR, то сразу же после UEFI передается управление на загрузчик групп 2. Ну а дальше процесс загрузки ничем не отличается от того, что я рассказал. И рассмотрим четвертый вариант. Да. Есть у нас новый тип таблицы разделов GPT и старый тип BIOS под названием BIOS. В этом случае загрузка производиться не будет, потому что они несовместимы. Вот, загружать какую-либо операционную систему с нового таблицы раздела GPT и со старого BIOS нельзя. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.